Очень интересный вопрос. Какие признаки, что ты становишься более осознанным? И вообще, вот сейчас очень модно говорить о том, что быть осознанным, быть в моменте. Сейчас очень много даже в Инстаграм появляется этих смешных картинок: будь в моменте, будь в ресурсе, будь в потоке. Какие признаки все-таки осознанности? Это ведь важно осознавать. Да, осознанность такое тоже сейчас, конечно, понятие какое-то модно затасканное, я бы так сказала. Но, тем не менее, что такое осознанность? Первое. Невозможно быть осознанным в целом. Ну, это если, там, не знаю, уже не совсем про Будду или кого-то мы говорим. Да, если мы говорим про нормального человека, то осознанность – это вопрос контекстный. Я могу быть осознанной вот в данной конкретной ситуации, а не вообще в жизни. То есть любой человек, который развивается, идет во что-то новое, он попадает в стрессовые ситуации, и чем выше стресс, тем меньше осознанность. Вот, поэтому осознанность – это вопрос ситуации. Да? То есть есть какая-то ситуация, где я уже нормально себя чувствую, или я могу думать об этой ситуации, у меня есть возможность какой-то анализ провести, и это расширяет мою осознанность. И в каких-то похожих дальше ситуациях я уже более осознанна. Но попадая в новое, опять же, моя осознанность снижается. Это первый момент. Как понять, что ваш уровень осознанности растет? Первый момент – это меньше обвинений. Да? То есть вы меньше обвиняете других, вы меньше обвиняете себя. Очень часто те, кто уже много читает про осознанность, слышит и так далее, говорят: я вообще не обвиняю. Но, друзья, обвинение – это такая вещь хитрая. Она может маскироваться, например, я вообще не обвиняю, но ой, бедные собачки, котики, ну почему они такие несчастные? Да? То есть вот в этой фразе или в таком восприятии мира есть вот этот кто-то, кто сделал их несчастными. Да? То есть оно такое тонкое. Или, боже мой, в мире терроризм, какой ужас. Да? И вот эти вот восприятия все равно они содержат обвинения. Бессознательное обвинение, без конкретного указания кого. Да, есть какая-то сила. Да? Вот. Очень часто, когда вы слышите от людей, что я никого не обвиняю, я всех простила, я все принимаю, это тоже указание на то, что обвинение внутри осталось, да, когда это вот прям хочется вот так вот. Если вас, кстати, очень раздражает, когда кто-то обвиняет, да? Скорее всего, просто подавлено. Да, вот очень много нам, ну, особенно вот студенты, кто только к нам приходят, вот пишут вопросы мне. Меня-то, вот у меня есть подруга, она всех обвиняет, меня просто это бесит, я хочу ей сказать: слушай, возьми все в свои руки и так далее, ответственность. Вот. И получается, что она ее обвиняет за то, что она обвиняет других. Да. И когда мы это видим вовне, значит, ну это где-то еще есть у нас. Опять же, возвращаемся к пункту 1, что осознанность в целом это, давайте так, недостижимо сейчас для нас на том уровне развития человечества, где мы есть. Поэтому у всех есть эти зоны, но если, задавать вопрос так, да, как понять, что становишься более осознанным, то есть, очевидно, человеку важно, кто задает такой вопрос, важно становиться более осознанным, тогда, да, это про понимание, где я обвиняю, умение находить вот эти тонкие моменты и как-то переосмысливать эту ситуацию, да? То есть как-то по-другому находить какое-то другое объяснение, да? Почему там котики, собачки там несчастные и так далее, да? Вот, какой-то вот себе миф формировать другой, да, потому что мы все время объясняем реальность, но ее можно по-разному объяснять. И можно объяснять в контексте жертвы-агрессора, можно объяснять в контексте каком-то другом, но вот этот другой контекст – это задача человека собрать для себя внутри. Следующий момент про осознанность. Чем выше осознанность, тем больше человек видит нюансов в ситуации. Вот есть черно-белое восприятие, враги, друзья, люблю, ненавижу, крайности, правы, получается. неправы, да. А есть такие 50 оттенков серого. Вот чем больше оттенков серого условно, да, то есть больше нюансов человек видит, менее однозначно видит ситуацию, более объемно, тогда это более осознанно.
Следующий момент про осознание. То есть если в вашей жизни много ситуаций, которые для вас непереносимы, да, то есть вы говорите, терпеть этого не могу. В этой ситуации можно, да, вот бесит. Бесит, да. Или, ну, вот что-то такое, я не могу уже жить в этой квартире, я не могу уже работать на этой работе, я уже не могу с этой свекровью там как-то видеться. Вот все эти ситуации про то, что в этой конкретной ситуации уровень осознанности низкий. Это ничего страшного, можно так жить, можно менять. Но это получается как Выбор. сигнал, да, для меня. Обрати сюда внимание и просто проанализировать для того, чтобы там появилось больше осознанности. Да, ну, опять же, это выбор, да, я хочу донести идею, что фанатично осознавать каждую секунду жизни, это не есть здоровая стратегия, вот, поэтому действительно, как сигнал, вот в этой ситуации прямо меня колбасит, ну, иду туда и начинаю чуть-чуть расширять осознанность, и через эту ситуацию повышаю, в принципе, уровень осознанности. И вот так вот развиваюсь. Что еще про уровень осознанности? В тех ситуациях, где мы чувствуем интерес, вот интерес очень важное состояние, интерес, включенность. Любопытство, это очень живая такая эмоция, да, даже не эйфория, не что-то вот такое крайне позитивное, потому что там тоже, ну, есть зоны темные, да, если мы в крайней эйфории, а вот именно интерес, любопытство, вовлеченность, вот такое вот живое состояние, вот эти моменты, они максимально осознанные, потому что вы здесь и сейчас находитесь, да, и вы, ну, максимально в ситуации, максимально в моменте. И получается, дети как раз в возрасте, когда они такие пытливые, они сами, ну, очень осознанны, ведь они действительно с большим интересом изучают все. И у детей есть смысл поучиться этому, любопытству как минимум. Да. Любопытству и восприятию мира всей своей сущностью, да, потому что мы в какой-то момент начинаем больше воспринимать все-таки умом. А дети, они же как впитывают в себя мир в себя, да, вот полностью, целиком как-то вот в жизнь входят. Это то качество, которое действительно важно в себе воскрешать. У нас у всех есть этот опыт, но, как правило, он такой, со временем мы вот эти кусочки нейронных сетей не очень используем, да, мы больше на аналитическое мышление ориентируемся, и это ценный навык, это возвращать. Сейчас я очень много это применяю в работе с бизнесом. Как, может быть, не парадоксально звучит, потому что бизнес – это среда, где вот это левополушарное мышление рациональное, оно мега развито. А вот остальные виды интеллекта, они мало включены. Но сейчас вот то, что называют эмоциональным интеллектом, включают в бизнес, там различные тренинги по счастью, все эти там, ну, различные мероприятия, что приходите на работу с животными и прочее, да, это все про эмоциональный интеллект, но этого тоже, ну, не всегда достаточно, да, и важно другие интеллекты подключать. Я слышала даже, что существует бизнес-театр, когда бизнесмены приходят в театр получить вот от актеров творческие какие-то моменты для того, чтобы это все использовать в бизнесе. Поэтому я думаю, что это действительно очень рабочие какие-то моменты. Сейчас очень важная такая тема, и те собственники, те руководители, которые такие, ну, не знаю, как правильно сказать, более прогрессивные, что ли, они это чувствуют, кто-то более осознанно, кто-то так вот интуитивно. Необходимость добавлять, да, добирать бизнесу с других сфер, и в том числе очень много бизнес обращается в сторону искусства, в сторону психологии, потому что психология и искусство — это вот рядом стоящие такие истории. И вот оттуда можно, да, ну, в том числе через театр, через другие виды искусства можно добрать, усилить, да? себе, да, то, что не хватает бизнесу сейчас. Потому что если подрезюмировать, я правильно понимаю, что осознанность — это первое, не обвинять других, второе — это увидеть максимум деталей, и третье — быть любопытным, заинтересованным. Да.